Всем привет, с вами Никита, это Chena Sound, и сегодня у нас реакция звукорежиссера на долгожданный альбом Оксимирона «Красота и уродство». Текста, затронувшие политиков, новую школу, сторителлинг, смыслы, подсмыслы, всегда были основой его образа. Биты, выдержанные плюс-минус в одинаковой стилистике, кто-то может сказать, что они однотипные, но их объединяет одно – это драм-партия в центре с вокалом и очень-очень широкой мелодической партией. Но опустим разборы текста, рифм, битов. Об этом уже много кто сказал. Давайте разберем сведение и мастеринг, к которому у меня возникло очень много вопросов. У меня есть такое предчувствие, что альбом сводил звукорежиссер по каким-то рамкам и шаблонам старого доброго рока, в котором перегруженная гитара, которая заполняет практически весь частотный спектр и максимально широко распанорамирована для того, чтобы не мешать голосу. Но насколько это актуально для этих битов, вот это вопрос. Я скачал себе альбом для того, чтобы закинуть его в Studio One и сделать анализ. Давайте этим и займемся. Твои жалобы мимо, сердито курила, ты дышала моим дымом. Давайте начнем с самого первого трека. Интро. Давайте включим этот эпизод в моно и послушаем, насколько он тише сыграет. Он будет играть на стерео, и я переключусь в моно. Но это прям провал. Это просто противофаза, которая вычитает голос. Вот в среднем минус 36 дБ. Включаем стерео. Минус 23. Но это кардинальная противофаза. И давайте послушаем дальше. Этот же трек. Хоп механика. Жить это про фарш, протеста, слои лазаньи. Перечеркни мои болезни, Демна Гвассалия. А теперь моно. Жить это про фарш, протеста, слои лазаньи. Перечеркни мои болезни, Демна Гвассалия. Ну, просто вычитаются основные инструменты, которые очень широко распанорамированы. Жить это про фарш, протеста, слои лазаньи. Перечеркни мои болезни, Демна Гвассалия. Прям основная масса такого низа. Вот давайте вернемся к первому треку. Улет. Просто я включу моно-стерео его. Все твои жалобы мимо, сердито курила, ты дышала моим дымом. Он практически не меняется. Вот он стерео. Все твои жалобы мимо, сердито курила, ты дышала моим дымом. Вот он в моно. Все твои жалобы мимо, сердито курила, ты дышала моим дымом. А теперь вот эту разницу еще раз. Это про фарш, протеста, слои лазаньи. Перечеркни мои болезни, Демна Гвассалия. Просто голос вылазит моментально, и, владельцы JBL колоночек, так сказать, не в полную насладятся данными треками. Я не знаю, кому это в минус. Микс-инженеру или мастер-инженеру, но это такого рода брак. Потому что сейчас попса, современная попса, она звучит достаточно широко, но даже в моносовместимость отлично отрабатывает все партии на всех носителях. Давайте послушаем дальше. Окно в Париж. Манимейкер, церемонимейстер, сюра груза, перевозчик, абсурда, извозчик. Вы слышите, как будто голос звучит в центре, а инструменты максимально право-лево, максимально широко. И они как будто даже не соприкасаются. Вот сейчас послушаем моно. Манимейкер, церемонимейстер, сюра груза, перевозчик, абсурда, извозчик. Вообще как будто все пропало. Вот, смотри. Манимейкер, церемонимейстер, сюра груза, перевозчик, абсурда, извозчик. Это тоже. И вот я заметил, на всем треке, как я вот и говорил, старый добрый рок, там море гитар, которые заполняют все эти пустоты, и звучит классно. Очень с имейджером переборщили. Следующий. Просто пропадает вот эта широкая гуделка какая-то. Грязь. Ой, здесь даже подписал хай-хет. Вот послушайте, хай-хет сейчас играет широко, вы его услышите, но после того, как я включу моно, он как будто, почти пропадет. Его будет слышно, но еле-еле.
Вся клубная культура, ну такое. Раньше мутабор мальчишник, и теперь мальчишник в мутаборе. Почти пропало. Вся клубная культура, ну такое. Раньше мутабор мальчишник, и теперь мальчишник в мутаборе. Я уже не говорю про какой-то гул в районе, походу, 250. С драмкой, конечно, туговато. Вот дальше идем. Трек «Мы все умрем». Именно припев. Он, как по мне, звучит, ну, интересно, классно. И в моно все хорошо. То есть он просто расширяется, сужается, ничего не пропадает, никакой информации практически с трека. Включаем же дальше куплетную часть. Игра пошла не туда куда-то. Так вам говорят 1,5 фаната. Стапы старой гвардии хип-хапа. I love it when... Вот этот прерывистый тут он звучит и как бы теряется за голосом сразу. Игра пошла не туда куда-то. Так вам говорят 1,5 фаната. И давайте финализируем весь этот альбом вот этим кусочком. Non-fiction. Я хочу обратить ваше внимание на... Вот мы послушали несколько треков. Да, они все вроде одинаково звучат, классно. Но вы не заметили, насколько торчит вверх и не хватает низа? Вот как будто бочка, она не пробивает. Просто вот голос типа верхообразный, я бы сказал, и не имеющий низа. И бочка, которая не то что не на уровне с ним, хотя это главный инструмент в миксе. Эхо камеры и фейк-ньюс. Где покой, за что цепляться, если все лгут? I'm paranoid, tell me what the fuck they ask. Вроде бы нормально, да? Теперь давайте вытащим кик. И, к примеру, вот я уже немножко убрал вверх, вытащил его голос в середине и чуть добавил низа. Где покой, за что цепляться, если все лгут? I'm paranoid, tell me what the fuck they ask you. Уже бочка больше подкачивать начинает и так далее. И вот сейчас я выключаю. Давайте сейчас будем слушать, и потом просто вот эти плагины выключу. Вы поймете, насколько он, ну, неполноценно звучит. Где покой, за что цепляться, если все лгут? А мой tell me what the fuck they ask you. Уже давно за нас крись снял КГБ с ГРУ. А бой, ламинатор, вину сейф пуст. НЛО и СВР 6 букв. Они за... Я думаю, ответ очевиден. Вы слышали, насколько голос стал тонким, насколько микс стал менее жирным. Можно было сделать круче. Давайте посмотрим на анализаторе. Вот, это без моей обработки. Где покой, за что цепляться, если все лгут? I'm paranoid, tell me what the fuck they ask you. Уже давно за... Вот здесь вверх очень торчит. Середина немножко провалена, но это допустимо. И кик вообще даже не выходит за рамки этого. Ну, как он и сказал, в принципе, в одном из треков, что альбом на 3. Ну, я бы сказал, на 3 по сведению. Недоработанные. Как мне кто-то уже писал, типа, что альбом сделали чисто за респект бесплатно. Вот так оно и звучит. Может быть, взяли какой-то трек за референс, потому что некоторые треки звучат, ну, в принципе, нормально. Припевы, вот. Вот этот первый. Все твои жалобы мимо. Сердито курила, ты дышала моим дымом. Но остальные как будто просто там под них подгоняли, и очень большие потери инструментов, очень большие потери низкой составляющей, которая задает грув. Но я понимаю, что, наверное, здесь основа сторителлинг, текст, и, в принципе, к нему вопросов я не имею никаких, но в сведении, ну, это так себе, конечно, ребят. Надеюсь, появится новый материал, который уже будет хорошего качества, и мы действительно насладимся новыми работами. Но этот альбом сделан, ну так, тяп-ляп. Еще где-то полгода назад у меня возникла идея написать такого старого доброго хип-хопа. Уж больно мне его как-то не хватало. Вот прям поностальгировать, чтобы это было что-то незамысловатое в плане инструменталов, то есть какой-то сэмпл, какой-то качающий бит. И я думаю, после выхода этого альбома данный продукт может стать более актуальным. Но поживем увидим. Если у вас есть какие-то интересующие вопросы по разборам треков, по каким-то техникам сведения, пишите в комментариях, будем разбирать. А с вами был Никита, это Chena Sound. До встречи в следующих видео. Have a nice day, guys!